Компания-оператор газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport BV переедет из Нидерландов в Венгрию. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на заседании межправительственной комиссии в Москве. Ну и, собственно говоря, что же случилось? А просто на этой неделе суд в Нидерландах по иску компании ДТЭК Крымэнерго. Что это за зверь? Мы сейчас людям, которые вот не в курсе, поясним. А это зверь очень интересный, очень неожиданный, я бы сказал. Арестовал активы оператора, который контролируется «Газпромом». ДТЭК Крымэнерго. Ну, Крымэнерго, я думаю, многие слышали. Ну, или хотя бы по контексту понимают, что это за компания. А вот ДТЭК. А ДТЭК – это одна из крупнейших украинских энергетических компаний. Частных. Очень частных. Очень это частных. значит частный, значит эффективный. Частных эффективных компаний. Вот. И вот эта компания уже не первый год бегает по судам и рассказывает, что, вы знаете, Россия у нас так много всего забрала в Крыму. Очень много забрала в Крыму. Просто чудовищно. Дайте денег. И вот в Нидерландах прислушались к страданиям украинской стороны и сказали, ну, раз вы денег хотите, то вот смотрите, у нас вот зарегистрирована компания, вроде как «Газпрому» принадлежит, контролируется «Газпромом». Давайте мы вот арестуем ее имущество, и вот пока будем выяснять, может быть, часть ее имущества, а может быть и все ее имущество отойдет вам. Сколько там они денег хотят? Да побольше. Ну, побольше. Они все хотят деньги, они тренируются. Европа хочет золотовалютные резервы России. ДТЭК скромный хочет просто деньги «Газпрома». Ну, в общем, кто-нибудь. Давайте где-нибудь да украдем. По суду. У нас есть суд в Европе, который не признает права ни частной собственности, ни государственной, ворует что ни попадя. Ну, такие традиции. А вот давайте тогда Петера Сиярто сейчас зачитаем и поговорим о том, что это за бегство такое в Венгрию, чем оно поможет. В последние несколько недель мы должны были устранить еще одну угрозу, поэтому мы решили, что организация, оперирующая поставками по турецкому потоку, будет переведена из Нидерландов в Венгрию. Таким образом, мы сможем бесперебойно получать газ и в дальнейшем. Брюссель атакует в правовом и юридическом плане. Киев угрожает физическими повреждениями инфраструктуры. Ну, как бы... Бригадный подряд. Бригадный подряд, да-да-да. Работают в 4 руки. Тут, значит, он добавил, что переезд компании из Нидерландов в Венгрию уже начался, и ее деятельность теперь не будет ограничена какими-либо санкциями, ну и так далее, так далее, так далее. И вот, с чем, собственно говоря, чем может помочь вот такой переезд? И чем мешает арест вот этого оператора? Ну, во-первых, турецкий поток, и давайте график посмотрим. Турецкий поток – это вообще единственная сейчас магистраль. Кстати, смотрите вы на объемы поставок по турецкому потоку в страны Европейского Союза. В данном случае страны Европейского Союза – это в первую очередь Венгрия, это Словакия. Ну, из не входящих в Европейский Союз мы могли бы назвать Сербию, но она в этом графике не представлена, как и Турция. Здесь только поставки в страны Европейского Союза по турецкому потоку. В миллионах кубометров в сутки. Да. Как видите, поставки более или менее стабильны, то есть отклонение очень небольшое. Кстати, это дает нам представление о том, сколько будет поставлено, но об этом мы сейчас скажем. А чем может помочь вообще переезд в Венгрию? Ведь если есть некое судебное решение, а там есть некое судебное решение, в рамках которого решили, а не арестовать ли вот имущество. Но тут вот какой момент. В 2024 году некая немецкая компания, какая-то, кажется, Юнипер, но не будем утверждать, получила некое судебное решение и радостная побежала по странам Европейского Союза, размахивая бумагами, говоря о том, что то ли 10, то ли 12, то ли все 13 миллиардов евро «Газпром» теперь Юнипер должен. Чем вообще этой компании интересно? Это бывший крупнейший немецкий покупатель российского газа. Там их было штук 5. Вот среди этих 5 в Германии это был крупнейший. Так издалека заходишь. Юнипер когда-то в детстве имел название «Рургаз». Для тех, кто постарше, понятно, что это. Это я-то издалека, получается, захожу. Рургаз, действительно. Ну, а теперь Юнипер. Кто такая, что Юнипер?
Так вот, один из крупнейших покупателей российского газа, и вот в 2024 году этот один из крупнейших покупателей, в 2021 году один из крупнейших покупателей российского газа стал сталкиваться с некоторыми проблемами финансового характера, которые на самом деле накапливались годами, но тут вот, знаете, появились проблемы такого характера, что предбанкротное состояние возникло, и в 2022 году компания Uniper, немножечко, частный, значит, эффективный, да? Да, конечно. Национализация убытков, приватизация прибыли. Вот что-то такое стало происходить с компанией Uniper. И тут она сказала: ребята... Я знаю, где деньги лежат. Во-первых, наше хрупкое финансовое положение можно поправить за счет. И вот тут мы знаем кого. Смотрите, вот есть «Газпром», давайте мы с него денег возьмем. Почему? Вот если бы не коварные действия «Газпрома», утверждала Юнипер, у меня было бы все хорошо. Это не смотрите, что я болею уже годами. Вот если бы не коварный «Газпром» последние года полтора, а лучше год, то вот все было бы прекрасно. И действительно вынесено было некое судебное решение, согласно которому много-много миллиардов евро компании Юнипер «Газпром» задолжал. Компания Юнипер стала бегать по странам, говорить: отдайте, арестуйте, я заберу. Прибежала она в Словакию, прибежала она в Венгрию. Словацкое и венгерское руководство из-под лобья посмотрело на все происходящее и приняло решение. Дверь вон там. Там вежливые, что ж так, там вежливые люди сидят в Венгрии и в Словакии. Они сказали мягче: если вдруг у нас, какой-то поставщик, который 50 и более процентов газа поставляет, чисто теоретически, какой-то поставщик, и в отношении его кто-то посторонний выносит какие-то судебные решения, то эти судебные решения мы запрещаем исполнять. Поняли? Компании, находящиеся на территории Венгрии и территории Словакии, те сказали: господи, аж от сердца отлегло. А то, говорят, Россия не поставляет газ в те страны, которые вдруг неожиданно начинают арестовывать ее газ, какое-то имущество. Какая-то страна вспоминается. И турбина. Вспоминается. Турбина товарища Шольца. Помнится, как Австрия, ура, говорит компания ОМФАО, мы выиграли 200, то ли 230, то ли 250 миллионов евро у «Газпрома». Сейчас возьмем газом. А «Газпром» ответил: ребят, вы знаете, нам президент Российской Федерации запретил в таких сомнительных схемах участвовать, поэтому газ мы больше не поставляем. Но мы поставляем его в Словакии. Можете купить у них. Ого, сказала словацкое руководство. Собственно говоря, благодаря принятым решениям на уровне руководства Словакии, руководства Венгрии, эта беготня с бумажками со стороны ДТЭКов, Юнипер и прочих сомнительных личностей, не найдет понимания ни на территории Словакии, ни на территории Венгрии. И чисто юридически компания, оператор турецкого потока может спокойно работать. А турецкий поток сейчас единственная трубопроводная артерия, соединяющая российских поставщиков с европейскими покупателями. И той части нашей аудитории, которая наверняка сейчас хочет сказать: так вообще надо им все обрубить. Дорогие друзья, например, Урсула фон дер Ляйен к числу покупателей не относится. А знаете, компании Венгрии и в Словакии относятся. Если мы обрубим, мы не Урсуле фон дер Ляйен сделаем плохо, а венгерским и словацким покупателям. Зачем надо делать им плохо, я не понимаю. Мы сделаем нехорошо. В очередной раз нашему государственному бюджету деньги нужны. Деньги нужны и на проведение СВО, и на то, что совсем недавно попросил Владимир Владимирович правительства реструктуризации экономики. Деньги нужны. Далее. Давайте про цифры поговорим, а то как-то мы раз уж тема нам позволяет поговорить про объемы поставок, давайте поговорим про объемы поставок. А то эти миллионы кубов в сутки, это ж умножать надо. А давайте посмотрим. Тем более, что есть ведь не только турецкий поток, есть еще СПГ. Да, трубопроводный маршрут у нас один, турецкий поток. А СПГ у нас имеется. Кстати, я помню, как говорили: да зачем это турецкий поток строить, вообще какой-то бессмысленный. Представляете, оказывается, очень даже полезный в наше неспокойное время. За первые 3 квартала по турецкому потоку было поставлено чуть-чуть больше 13 миллиардов кубических метров в страны Европейского Союза. То есть это без Турции, без Сербии. Только страны Европейского Союза. И при сохранении тех же темпов по итогам года получится что-то порядка 17,5 миллиардов кубических метров. И здесь, раз уж мы о числах, в очередной раз возникает вопрос. Газ в страны Европейского Союза идет по второй нитке магистрального газопровода «Турецкий поток». Ее годовая мощность 15,75 миллиарда кубометров в год. А поставят 17.
что в очередной раз подсказывает, когда мы видим некие данные от «Газпрома», всегда есть запас на случай критических каких-то обстоятельств, погодных катаклизмов и прочего. Запас есть. И я не думаю, что вот эти почти 2 миллиарда кубометров дополнительных – это предел. Наверняка там есть еще. Чуть-чуть, но только себе, да? Давайте про СПГ еще почитаем. Тут, тем более, тема СПГ, она позволит нам через океан руки наши протянуть. Если можно, QR-код уберите. Да, спасибо большое. За 11 месяцев 2025 года страны Евросоюза получили из России 17,536 миллиарда кубометров СПГ. За аналогичных... Считать. Да, правильно. Я же не стал говорить, что там 13 тысячных. Все. Так, за аналогичный период 2024 года было чуть более 19 миллиардов кубометров СПГ. Всего за 11 месяцев 2025 года страны Евросоюза импортировали чуть более 123 миллиардов кубометров СПГ. Основные поставки шли с заводов Соединенных Штатов, составив 77 миллиардов кубометров. В ноябре американские поставки СПГ в страны ЕС снизились до 7,6 миллиарда кубометров по сравнению с 8 миллиардами кубометров в октябре. Однако выросли по сравнению с ноябрем 2024 года, когда было поставлено чуть более 4,5 миллиардов кубометров. Месяц к месяцу немножечко ниже, год к году немножечко выше. Вот. И тут мы вспоминаем, что, видимо, американцы любимый рассказ. Захватывают европейский рынок газа. Поставки СПГ из Америки ведь выросли. Значит, что? Значит, захватывают. И вот тут мы приходим неожиданно от темы судебных решений в адрес операторов турецкого потока. Мы, знаете, с вами сейчас немножечко познакомимся с рынком газа. Не разбегайтесь, пожалуйста. Это знакомство будет и коротким, и познавательным. На всякий случай, мирового рынка газа нет по-прежнему. Он по-прежнему сегментирован. Есть рынок Северной Америки, есть рынок Европы, есть рынок Азии и так далее. Со временем, может быть, возникнет рынок Латинской Америки. Рынок Латинской Америки, будем честны, есть. Он просто очень сильно зависит от рынка Северной Америки. Когда у вас поставки газа цена газа, который поставляется в Мексику по трубе из Соединенных Штатов Америки, а из Соединенных Штатов Америки есть труба в Мексику, которая импортирует 30% всего экспортируемого американского газа. Это ладно, это что, какая там Мексика? Так вот, цена зависит от Генри Хаб. Кстати, что за зверь? Сейчас расскажем. Запомните, Генри Хаб. Что за Генри, что за Хаб, это важно. Так вот, действительно, нету мирового рынка. А есть крупные рынки региональные. И вот в рамках этих крупных региональных рынков начинается, знаете, такое рост влияния одного рынка на другой. Пока это нельзя назвать в полной мере мировым рынком, но скажем, азиатские и европейские рынки друг на друга уже влияют настолько, что, по сути, это один рынок. То есть котировки в Европе меняются в Азии. Меняются в Азии, меняются в Европе. И сильно друг от дружки они отклоняться не могут, потому что СПГ начнет перетекать из Европы в Азию, из Азии в Европу. Кстати, из Азии в Европу СПГ, произведенный в Соединенных Штатах Америки, стал перетекать еще во второй половине 2021 года. А когда $2000 за 1000 кубов в Европе стали предлагать, вы не поверите, но производители, поставщики газа, который производится в Соединенных Штатах Америки, забрали весь газ с китайского направления, из прочих направлений, повезли в Европу. $2000 за 1000 кубических метров. Да где такое видано? Нигде, никогда. Надо быстрее продать, пока есть возможность. В декабре 2021 года, а то у нас любят повторять вслед за Урсулой фон дер Ляйен, что кризис в Европе начался, газовый, в феврале, а то и в марте 2022 года. Как бы намекая, кто виноват. Хотя, почему намекая? Они прямо говорят, Россия виновата. У нас, правда, это слушают и говорят, правильно, да. Но только не виновата, а вот они просто без нас не могут. Вот никак они без нас не могут. Для тех, кто в очередной раз забыл, энергетический кризис в Евросоюзе начался летом 2021 года. Повлияло ли на это проведение СВО? Для меня не очень очевидный ответ. Летом 2021 года начавшийся кризис, это из-за СВО? В принципе, возможно, какие-нибудь европейские ученые выдвинули какую-нибудь теорию времени, которая позволяет какому-то событию в будущем влиять на события в прошлом.
Но в нашей обыденной реальности как-то наоборот. События в прошлом на события в будущем влияют. Это мы на самом деле с Александром намекаем на том, что проблемы, возникшие на энергетическом рынке Евросоюза, созданы Европейским Союзом. Им никто никаких моделей не навязывал. Они сами для себя придумали, как будет функционировать их рынок. Они эту модель реализовали, получили вот этот результат. И сейчас для того, чтобы оправдаться в глазах своего бизнеса, своего населения, пытаются найти виноватых. У них виноваты уже все. И Трамп виноват, и Россия виновата, все виноваты. Ну, кстати, Байден был виноват у Макрона. Как бы он его не называл, но он намекал, что вот еще, знаете, до Трампа Макрон говорил, знаете, американцы такие плохие, они нам газ продают. Что? Тоталь продает нам американский газ? Это не важно. Я вообще не знаю, кто такая Тоталь, говорил президент Франции Эммануэль, или как его там, Макрон. У них в Америке газ дешевый, а они нам почему-то привозят дорогой. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала — независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала — независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.